И греет камин только тогда, когда в нем горят дрова, а прогорают они довольно быстро при большом объеме комнаты. Чтобы ее прогреть, надо сидеть возле камина несколько часов и иметь соответствующее количество дров. А теперь представьте, 19 век где-нибудь в Голландии, где морозы достаточно сильные и комнаты большие. Понятно, что в таких условиях можно вымерзнуть, и камин тут не нужен совсем, а нужна голландская печь, но тем не менее камины там тоже есть. Кто попроще переделывал их примерно так, а для чего же их вообще делали, если такие камины изначально не справлялись со своими задачами? Но явно не для красоты и не для мистики. Возможно, климат был на северных широтах более мягким, но в камине тем не менее есть дымоход. Специалисты подтвердят, что в теплом климате из-за обратной тяги топить камин еще труднее. Так в чем же весь секрет? Давайте разбираться. Итак, камин, чем он древнее, тем больше напоминает конструкции навес над костром, который разводят прямо на полу. Конструкция камина, Франция, 17 век. Кроме того, высота топки на каминах старой конструкции явно выше человеческого роста. Наверное, художник этих гравюр в детстве не жёг костры в пионерлагере. В данном случае даже при хорошей тяге половина дыма будет выходить в помещение. Есть даже гравюры, где люди сидят в роскошном дворце и топят камин, а из него идут клубы дыма наружу. Ощущение, что эти люди — дикари, которые попали впервые в бесхозный дворец и никакого достойного назначения камину, кроме как жечь в нем дрова, не нашли. Кстати, многие историки так и утверждают, что современные люди пришли в античные дворцы как дикари в 18 веке. На всех старинных гравюрах камины изображают с максимально большим размером топки. Именно такими они изначально и были. Естественно, в таком виде они дровами топились плохо, и люди их дорабатывали, чтобы хоть как-то улучшить тягу. Сделать это достаточно просто, необходимо всего лишь уменьшить размер топки, заложив его кладкой. Посмотрите на материал и качество самого камина и на белые плитки, какими уменьшен размер топки, а также на швы между ними. Факт очевиден. Хозяевам дома камин достался готовым, и его доработали. Стоп, а что за предметы стоят возле камина? Для красоты или просто случайно попали в кадр? Наверное, не случайно, так как практически на всех вышеприведенных рисунках какие-то подобные предметы всегда присутствуют. Как видим, в разное время и в разных странах у всех каминов есть одно общее — это наличие на задней стенке топки металлической плиты, либо исполнение всей топки в виде положенного на бок металлического кессона и присутствие возле камина металлических кубков, которые ранее были рассмотрены. Причем кубки могут быть разной величины, наибольшие ставятся к углам камина. Наличие металлического листа на задней стенке вполне понятно. Он служит для излучения инфракрасных лучей при нагревании строго перед собой, как и положено камину. А вот кубки к процессу горения дров никакого отношения не имеют. Здесь, видимо, сработала европейская ментальность. Европейцы не понимали, для чего нужны эти кубки, но раз они там стояли издревле, значит, так положено, и убирать их не надо. А эти кубки есть не что иное, как устройство для концентрации атмосферного электричества, и их пошаговая установка увеличивает ток в замкнутом проводнике, вдоль которого они расставлены. Что же получается? Для начала, наверное, то, что в каминах у их хозяев в прошлой жизни никаких дров там не сжигалось, да и не проектировались камины для этого. Совсем секрет их, видимо, в другом. И, конечно, к проходу для Санта-Клауса камин тоже отношения не имеет. Представим, что по трубе камина с крыши здания идут металлосвязи, как на рисунке, и приходят в толстый проводник, который образует рамка на входе в топку камина. Эта рамка металлически связана с плитой, находящейся на задней стенке. Эта связь может быть одиночными проводниками, а может быть сплошной, как здесь. При установке кубков в непосредственную близость к рамке в ней начинает наводиться сильный вихревой ток. Этот ток порождает вихревые токи и в плите на задней стенке, примерно таким образом концентрируясь в центре плиты. Наверное, из-за этого в центре плиты плотность и сила тока была такой, что металл там раскалялся и начинал излучать тепло, причем так, что, как в пословице, не надо ни дров, ни лучины, живи себе без кручины. Не исключено, что внутри камина тоже были секреты, и такие же кубки были вмонтированы в верхнюю часть топки. На некоторых снимках два кубка стоят не только внизу, но и вверху, что подтверждает эту версию. Кроме того, на дымоходе стояла решетка, обеспечивающая неразрывный электрический контакт металлосвязей камина. Дымоход, собственно, был предусмотрен не зря. Из-за контакта с раскаленным железом воздух портился и был вреден для здоровья, и вот он то как раз удалялся благодаря конвекции. Через трубу посмотрите на этот камин, в нем даже места под дрова нет, если за радиатором оригинальная плита, а не
Современный новодел и таких конструкций каминов, в которых объем топк скорее символичен, очень много, ну а вот это. Настоящий камин, каким он и должен быть, судя по виду его, содержит скорее как музейный экспонат и дровами топить. Или не догадались, или решили его пожалеть следов. Копоти на нем не содержится вообще, а может, на момент фото в XIX веке и не было необходимости жечь дрова. В таких каминах все работало так, как и было задумано. Очень даже может быть доказательств тому масса, и есть повод задуматься и переосмыслить историю, и даже выбросить множество гравюр и литературных трудов с горящими дровами в камине, но кому? Поскольку в конструкциях абсолютно всех музыкальных инструментов никогда не содержится ничего лишнего, вывод только один. Верхние и нижние набалдашники тоже имели свой функционал, а последний не обязательно служил только для опирания инструмента. Как всегда, этот функционал выдает форма данных набалдашников, а на что они похожи? Это верхний набалдашник отличается, может быть, только размером, а это нижний тоже отличается размером и повернут на 180 градусов. Давайте теперь разберем по отдельности каждый из них. Начнем с верхнего. Как видно, он установлен на перилах, наверное, специально, чтобы в XIX веке по ним не катались дети, но как-то слишком сложно. Для такого назначения и разновидностей таких набалдашников было очень много. Вариантов художественного исполнения много, но почему-то ставят их на концах перил, и видно, что во многих случаях материал их изготовления отличается от материала конструкции, на которую его монтируют. Есть даже случаи, когда такие набалдашники из металла ставят на каменные полимерно-бетонные конструкции, например, как здесь. Для чего? Тут уже явно не для того, чтобы перила было удобнее схватить рукой. Очевидно, что между набалдашником и самой конструкцией существует металлосвязь, которая присутствует в скрытом виде даже на каменных конструкциях. Эта металлосвязь является общей для всего каркаса здания. А что этот набалдашник вообще представляет из себя? Тут он даже стоит там, где исключается механическая прочность перил, ничего не напоминает. А спорт ты? Ну, конечно же, спортивный кубок, только сейчас это преподносят как традицию, типа доставшуюся нам от рыцарских сражений, как приз победителю. Может, это, конечно же. Итак, но скорее всего официальная история опять не договаривает, судя по многообразию спортивных кубков, сохранившихся с не совсем глубокой старины. Наливали в них не только вино. Представьте, как можно пить вино из подобного шедевра. Это напоминает сказку про лису и журавля, но опять все встает на свое место. Если подобный кубок был одной из деталей крыши старинных сооружений, какие описаны во многих статьях, и с этой же целью кубки ставили не только на крыши, но и на перила лестниц. Стоп, начинаем думать, а точнее вспоминать основы словообразования в языках индороманской группы. Как известно, в проязыке все слова были одинаковые, но в процессе эволюции слова могли измениться у различных народов по-разному, но всегда и везде выдает общность происхождения слова последовательный набор согласных звуков. В данном слове спортивный кубок как звучит в европейских языках? В английском языке это кап, во французском куб. Стержнем слова является набор звуков куб, если не обращать внимания на транскрипцию. А что в русском языке подходит под эту комбинацию звуков? Ну, конечно же, купол. Может быть, не было бы коммунистов, и спортивные кубки именно так и называли бы, а тогда догмы не позволяли это делать. Ну да ладно, и так лед тронулся. Для чего был нужен купол, в принципе, уже ранее рассматривалось. Его задачей была генерация электрических колебаний под воздействием внешних атмосферных и разновидностей таких куполов было очень много. Получается, что наши кубки и есть мини-купола. Да, снова становится понятным, почему такие кубки лепили везде, где только можно, от окон до мебели. Все думают, что это детали эстетики, а оказывается, это далеко не так. Таких фотографий интерьера богатых домов XIX века очень много. Оказывается, наши мини-куполы имеют много функциональных назначений, одно из которых было рассмотрено как источник электрического поля. Сдается мне, что в рыцарских турнирах победителю доставался не просто сосуд для вина, а самый главный купол с того замка, который принадлежал побежденному. Этот купол, который потом стал кубком, был геральдическим символом побежденного. Опять все встает на свои места. Ну а что же с кубками на перилах? Наверное, здесь уже надо углубиться в архитектуру. Допустим, основные куполы выделены красным, второстепенные более меньших размеров выделены зеленым. Если по пути замкнутой цепи металлосвязи здания, куда входят и лестницы, внизу на перила лестниц установить дополнительные второстепенные купола, то ток в замкнутом контуре металлосвязей будет согласован.
Он будет максимально наводиться куполами, рассредоточенными по всей длине цепи. В реалии там все может быть сложнее. Но данные приборы могут позволить. Например, присоединять к этой цепи металлосвязи здания электролампочки, как, например, здесь. Сейчас подобные системы спилены везде, а то место, куда втыкались лампы, завесили розетками в классическом стиле. Кстати, слово «розетка» в электрическом контексте откуда пошло? Не отсюда ли? Опять игра слов. Это люкарна одного из старинных зданий, и ниша над оконным проемом светилась. Кто-нибудь видел что-нибудь подобное сейчас? Ну и еще один способ применения мини-куполов на правах версии хочу привести, чтобы снять интригу со столбами. Собственно, после этого фото переходим ко второму набалдашнику на киманче, который находится снизу, точнее на его. Прообраз. Фото таких столбов с мини-куполами от 19 века сохранилось очень много. Это есть не что иное, как разновидность столба без проводов. Основная их задача — передавать на расстояние колебания систем атмосферного электричества. Такие же столбы массово применялись и в Российской империи. Того в случае с Киманчей мы имеем то, что данный инструмент издавал не только акустические колебания, это можно понять и по рисунку, на котором дека выполнена из металла с непонятными отверстиями, а струны были, помимо прочего, ничем иным, как металлосвязью между двумя мини-куполами, один из которых служил для выработки электрических колебаний, а второй для передачи их в модулированном виде на расстояние в какое-то внешнее устройство для усиленного воспроизведения. Так что усилители и радиомикрофоны, скорее всего, изобрели не в 20 веке, а гораздо раньше. Чтобы их найти, есть над чем поработать.